Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать об IELTS. IELTS — это сокращенно International English Language Testing System, то есть международная система тестирования английского языка. И он вам нужен будет, если вы собираетесь уехать в такие страны, как Новая Зеландия, Австралия, Канада или Великобритания. Если вы хотите уехать в Америку, то вам лучше сдавать TOEFL. IELTS бывает двух видов, в зависимости от того, для чего вы едете в страну. Есть академический и общий. Если вы едете, например, в Новую Зеландию для того, чтобы учиться в университете, вам нужно сдавать академический тест. Если вы едете работать или учиться в школе, или сразу подаетесь на иммиграцию, то вам можно сдавать общий. Как говорят создатели теста, это не значит, что академический сложнее, чем общий. Хотя, мне кажется, в народе принято считать, что так и есть. Тест IELTS состоит из 4 модулей, чтобы проверить полностью ваше знание английского. Это аудирование, чтение, письмо и устная речь. И академически отличается от общего в 2 модулях. Это письмо и чтение. За каждый модуль вам дается оценка от 1 до 9. То есть завалить тест нельзя. Вы в любом случае его пройдете, просто то, какой балл вы получите, будет зависеть от того, насколько вы хорошо знаете английский. 1 значит, вы его не знаете, и 9 значит, вы его знаете великолепно. И вот помимо того, что за каждый модуль вы получите свою оценку, затем в итоге выводится средний балл. Если вы собираетесь эмигрировать в Новую Зеландию, то вам нужен средний балл в 6,5. Если вы партнер основного заявителя, то вам нужен средний балл в 5. Если вы едете учиться в Новую Зеландию, в ВУЗ, то помимо того, что вам надо сдавать академический тест, еще балл, который вам нужен, будет зависеть от программы, на которую вы едете, и университета, в который вы поступаете. Если это какой-то сертификат или диплом, уровень образования, который ниже бакалавра, то, пожалуй, вам будет достаточно 5,5 общий балл. Если это бакалавриат, то, скорее всего, 6. Если магистратура, то 6,5. Но если вы едете на какие-то специальности типа доктора или учителя, то, скорее всего, вам нужен будет очень высокий балл. Может быть, даже 8 или 8,5 средний балл. И помимо этого, еще университеты часто требуют, чтобы каждый модуль был не ниже какого-то балла. Допустим, когда я ехала в Новую Зеландию, мне нужно было 6,5 общий балл, и чтобы каждый модуль был не ниже 6 баллов. И, скорее всего, если вы живете в маленьком городе, у вас он не будет проводиться. Например, мне нужно было ехать в Ростов, чтобы его сдавать. И когда вы подаете документы, там есть очередь, и чаще всего придется ждать около месяца. То есть имейте в виду, когда вы подаетесь, дата вашего экзамена, скорее всего, будет через месяц после того, как они эти документы получат. Чаще всего все 4 модуля проводятся в один день. Однако бывает такое, что устная речь проводится в течение недели. Но если вы приезжаете из другого города сдавать, то, я думаю, они постараются сделать так, чтобы у вас все было в один день. Когда я сдавала IELTS, у меня все 4 модуля были в один день. Итак, давайте теперь поговорим о том, что же вы сдаете в этих модулях. На аудирование вам дается 40 минут. 30 минут вы слушаете запись, где люди говорят на различных акцентах, и вам нужно отвечать на вопросы во время того, как вы слушаете. То есть вам нужно читать, что там в вопросах, и в это же время слушать, что говорят люди, и записывать в пропусках слова, которые они говорят, или даты, или время, или числа, или какие-то там другие имена. И 30 минут вы слушаете, 10 минут у вас на то, чтобы перенести ответы из черновика в чистовик. Когда я сдавала IELTS, и они включили сразу запись, я первые пару минут вообще не могла понять, что происходит, и у меня была страшная паника, и я потеряла это время, не записала там первые несколько вопросов, но потом как бы я успокоилась, сфокусировалась, и все было нормально. Поэтому сильно не переживайте, постарайтесь настроиться сразу на то, чтобы сдавать этот тест и не думать ни о чем другом. Потом у вас буквально 10-15 минут перерыв, и вы идете сдавать письмо. Ну и, естественно, в зависимости от того, какой тест вы сдаете, академический или общий, у вас будут разные задания. У вас 2 различных вопроса. Один на 150 слов и другой на 250. То есть вам нужно написать 2 различных вида эссе. Первое это будет описание, ну опять же академический, если это описание графика или диаграммы, и второе это какое-то эссе на академическую тему. А если вы сдаете общий, то, скорее всего, первое будет просто письмо, например, я не знаю, работодателю, там, другу или своему арендодателю, ну, в общем, все что угодно. А второе задание, скорее всего, будет эссе на какую-то общую тему. То есть, в принципе, написать реально.
Но, конечно же, они хотят, чтобы вы употребляли красивые обороты, чтобы у вас было вступление, главная часть, заключение, а не просто какой-то поток мыслей. Поэтому, когда вы готовитесь к экзамену, готовьтесь непосредственно к тому, как они хотят видеть эти сочинения в IELTS, а не просто нахватываете слов, чтобы что-нибудь туда вставить. Когда вы описываете графики, есть определенная структура, как им нравится, чтобы вы их описывали, поэтому лучше купить диски под подготовки к IELTS и заниматься по ним, потому что даже если вы знаете английский на отлично, это не значит, что вы хорошо сдадите IELTS, потому что вот у него есть особенная структура, и вам нужно ей следовать. Затем у вас снова 15 минут перерыв, и потом чтение. В чтении у вас 3 разных текста, и опять же, если академические, то там больше слов, и вам нужно читать и отвечать на вопросы различные по тексту. На письмо чтение дается по часу. То есть, если 40 минут всего отводилось на аудирование, то здесь целый час. И после этого, скорее всего, у вас будет перерыв побольше, и, возможно, даже вам надо будет поехать в какое-нибудь другое место, где сидит экзаменатор, чтобы сдавать устную речь. По крайней мере, мне нужно было ехать в другое место. И на устную речь дается всего 15 минут. Первые 5 минут вы знакомитесь с экзаменатором, затем вам дают какую-то тему, у вас 5 минут на то, чтобы говорить на эту тему, и оставшиеся 5 минут отводятся на вопросы экзаменатора к вам по поводу этой темы. И я вам скажу, когда я сдавала IELTS, мне попалась дурацкая, на мой взгляд, тема. Это была тема «шум». И вопрос у меня был: как вы думаете, шумное ли у нас общество? Я думаю, как можно на 5 минут говорить об этом? Что это вообще такое? И тебе не дают тему на подготовку. Ну, то есть тебе дают секунд 30-40, и тут же надо начинать говорить. Ну, я начала рассказывать о том, что вот мы живем все в больших городах, и машины, и столько людей, и вообще везде так шумно, заводы там. Ну, в общем, я была в полной растерянности. И она мне говорит: а вот вы в каком были шумном месте? И у меня был ступор, я думаю, боже, в каком же я шумном месте была. И единственное, что я смогла вспомнить, это то, что в 9 классе мы ходили на выпускной в клуб, и там было шумно. В общем, честно говоря, мне не понравилось, как у меня прошла устная речь, и мне кажется, если бы тема была получше, я бы могла ее лучше раскрыть. Но я просто не знала, что говорить. Даже дело не в том, что я не знаю английский, а в том, что у меня не было мыслей по этому поводу. Однако, тем не менее, мой средний балл был 7, мне нужно было 6,5 на мою программу, и индивидуальный балл у меня было 6 за письмо, 6,5 за аудирование, 8,5 за чтение и 7 за устную речь. То есть ни один балл у меня был не ниже 6, общий был выше 6,5, у меня было все отлично. Но если вы получили свои результаты, и вам кажется, что вы на самом деле говорили гораздо лучше или написали свое сочинение гораздо лучше, чем тот балл, который вы получили, то вы можете подать апелляцию. Конечно же, за аудирование и чтение вы этого не можете делать, потому что там ответ либо А, либо Б, либо С. И если вы неправильно написали ответ, то вы никак не можете оспорить то, что вам занизили оценку. Тогда как письмо и устная речь все-таки более субъективны. Однако, если вы получили свои результаты и вы ими недовольны, то вы всегда можете пересдать тест. Единственное, вам придется за это платить. И, честно говоря, я поискала в интернете, какая сейчас стоимость IELTS. И информации много не было, но в Москве, например, что-то в районе 20 тысяч рублей за тест. Помимо того, не забывайте, что IELTS действует в течение 2 лет. Однако для иммиграции в Австралию можно предоставлять IELTS, которому 3 года. Но если вы едете в Канаду, то они принимают только IELTS, которому 1 год. Почему-то так. Но Новая Зеландия принимает IELTS не старше 2 лет. Сказать вам по-честному, для меня IELTS был полной пыткой, и я бы никому не пожелала его сдавать, и никогда бы в жизни не хотела его пересдавать. Слава богу, для иммиграции у меня было обучение на английском языке, и этого было достаточно, и мне не нужно было пересдавать IELTS, чтобы показать, что я знаю английский. Во-первых, даже если ты знаешь английский язык, все равно нужно готовиться к структуре теста. Кроме того, есть этот фактор паники, который у меня всегда присутствует. А это такое важное событие, сдача IELTS, и поэтому я нервничала еще больше, потому что мне казалось, что если я сейчас завалю, то это кошмар, я потеряю все деньги, и мне нужно будет заново опять готовиться, и заново опять ехать в этот город, и заново платить, и пересдавать, и так далее, и куча времени уйдет. Поэтому я нервничала ужасно. Помимо этого, опять же, зависит от того, какая тема вам попадется в сочинении, какая тема вам попадется в устной речи.
насколько хорошо у них будет работать магнитофон, когда вы будете сидеть и слушать аудиозаписи, потому что у нас было ужасное эхо в аудитории, и было так сложно настроиться и слушать, что они говорят, поэтому зависит все не только от вас, но и от окружающей обстановки и от удачи. Но если вы будете к нему готовиться прилежно, и если вы постараетесь не нервничать, не паниковать и сосредоточитесь на тесте, то, мне кажется, у вас все получится. И я желаю вам удачи, если кому-то предстоит сдавать IELTS, или если вам не предстоит сдавать IELTS, то вам повезло. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!